Жив Пригожин или мертв? Российские войска отступают на одном из направлений фронта, а Польша готовится изолировать Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Захарова угрожает Зеленскому. Как действует так называемая российская дипломатия и какие ракетные удары Украины заставили Захарову истерить? Россия будет принимать все необходимые меры. Пригожинский мятеж или марш справедливости? Ровно год назад ЧВК двинулась на Москву. Где наемники сейчас и точно ли Пригожин мертв? Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным. Российские войска меняют тактику и отступают, однако начинают новое продвижение. Где зафиксированы атаки летнего наступления? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Бывшего топ-менеджера фабрики троллей медиагруппы «Патриот» задержали в Санкт-Петербурге. Кроме того, силовики постучали в гости к главному редактору интернет-портала «Конкретно.ру». Задержанные медиаменеджеры, связанные с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Росмедиа, в том числе оппозиционные, пишут, что Илью Горбунова и Кирилла Метелева подозревают в вымогательстве. Якобы они требовали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. И интересно, что фамилия Пригожина вновь в информационном пространстве РФ спустя ровно год после его неудачного похода на Москву. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? 23 июня Пригожин заявил, что начинает свой так называемый марш справедливости, который в Кремле посчитали мятежом. Пригожин обвинял Минобороны РФ в намеренных ударах по силам ЧВК и попытке уничтожить компанию. Уже 24 июня вагнеровцам удалось без особых усилий взять Ростов и продолжить свой ход на Москву. Бывший повар Путина говорил, что ведет на Кремль 25 тысяч наемников и обещал уничтожить всех, кто будет на их пути. Однако не дошел. Заявил, что не хочет кровопролития и ЧВК уходит в полевые лагеря. Кроме того, Пригожин уверял, что свою руку ему протянул нелегитимный Лукашенко, который был не прочь помочь и этим головорезам. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. Уже спустя 2 месяца после фейковых так называемых гарантий от Лукашенко Пригожин вместе с командиром ЧВК Уткиным погибли в авиакатастрофе над Тверской областью. Самолет был уничтожен. BBC сообщает, что теперь бывшие наемники ЧВК частично служат в Сирии, Центральноафриканской Республике и в кадыровском подразделении Ахмат. В медиа неоднократно обсуждали и то, что Пригожин может быть жив и находится в Африке. В сети даже публиковали видео, снятые якобы в Чаде, на которых можно увидеть человека, очень похожего на Евгения Пригожина. Калибрами и уже из акватории Азовского моря россияне пытались атаковать 2 области Украины. Ракеты направили на Киевскую и Хмельницкую области. В воздушных силах Украины говорят, что сбили 2 из 3 целей. Обломки ракет упали на жилую застройку в Киевской области. По сообщениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждено 6 многоэтажек и 20 частных домов. Судя по картам, которые публикуют мониторинговые группы, одна из ракет летела на запад Украины, в область, где находится один из военных аэродромов Украины. Его оккупанты за время полномасштабной войны атаковали уже десятки раз. CNN тем временем анализирует тактику российских обстрелов и пишет, что удары РФ по энергообъектам Украины оказывают беспрецедентное давление на и без того ослабленную энергетическую систему Украины. В этом году Москва начала целенаправленно обстреливать энергообъекты. Тепловые электростанции, гидроэлектростанции. Это заметный сдвиг в тактике по сравнению с предыдущей зимой, когда атаки были менее точными, а ущерб было легче устранить. Эксперты говорят, что Россия использует более совершенное вооружение и использует слабую украинскую противовоздушную оборону. Напомню, что Украина тоже научилась зеркально отвечать на действия Кремля. По энергообъектам и НПЗ летят дальнобойные украинские дроны, которые весьма успешно достигают своих целей. Даже несмотря на то, что в российском Минобороны говорят, что у них никогда нет потерь. Вот, например, 23 июня в РФ заявили, что сбили все 33 украинских дрона. Большую часть якобы над Брянской областью, аж 28 штук. Взрывы звучали также в Смоленской, Липецкой и Тульской областях.
Кстати, это очень сильно раздражает российский МИД. Марию Захарову заставили топать ногами. Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, Россия будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары. Но Захарова не говорит о потерях российской армии на территории РФ, а они есть. В украинском Генштабе акцентируют внимание, что воздушные силы Украины вместе с другими представителями сил обороны достали хорошую цель на территории РФ. Воздушные силы вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, располагавшегося в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области. По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Но и это еще не все. Военно-морские силы утверждают, что уничтожили склад с дронами «Шахед», которые в России называют «Герань-2». Согласно данным осинт-аналитиков и спутниковым снимкам, склад с этими дронами «Камикадзе» был уничтожен в Краснодарском крае. Потери не только в технике, но и в живой силе. Минус профессиональные инструкторы и те, кого они учили использовать эти дроны. Уже днем 23 июня масштабная воздушная тревога звучала еще и в Крыму. Сообщалось о взрывах в Севастополе, в районе Казачьей бухты, где базируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ РФ. Крымские паблики сообщали также о взрывах в районе Евпатории, САК, Бахчисарая и Инкермана. Также оккупанты остановили движение на Крымском мосту. Военные фиксируют изменения на линии фронта. Российские войска на одном из направлений отступают, а на другом продвигаются. В частности, мониторинговый канал Deep State пишет о том, что оккупанты продвинулись южнее Ольшаны. Помимо этого, есть движение вперед в районе Новопокровского, Южного и Константиновки. В Генштабе ВСУ тем временем уточняют, что российские войска отступают и отводят свои войска из-под Волчанска. Это уже Харьковская область. Такой шаг обусловлен тем, что часть подразделений потеряла свою боеспособность. Теперь уже этот формат не работает, именно дальше развивать направление Харьковско-Сумской сектор. Поэтому пытается, конечно, все-таки реализовать задание Путина. Это наступать на восточное направление, как мы говорим, в Покровское, Кураховское, Торецк, особенно сегодня важно. Буквально вчера, позавчера пытались дальше продвигаться Часов Яр и захватить. То есть задача поэтапно еще захватывать новые населенные пункты. В нескольких направлениях Торецка есть определенные маневры наших войск и продвижение на несколько сот метров врага. Они считают, что это успех уже. Но в данный момент, если мы говорим о стратегическом оценке, враг не имеет стратегических перспектив. Он нигде не продвинулся. Все стратегические маневры, о которых мы говорим на протяжении 2-3 месяцев, они провалились. В Американском институте изучения войны также уделяют сейчас внимание тому, что оккупанты увеличили атаки на направлении Торецк-Горловка. Опять же, это Донецкая область. И вероятно, что это часть уже летнего наступления россиян, которое, как считают аналитики Американского института изучения войны, будет сосредоточено именно на востоке Украины, а не на севере. В России продолжают обсуждать дальнейшую судьбу актера Михаила Ефремова, которого решили отправить на фронт воевать против Украины. С таким предложением выступило движение «Ветераны России». Мол, искупить вину за смертельное ДТП, которое актер совершил, когда был в своем привычном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения, можно, отправив его из зоны в так называемую зону СВО. Кстати, ехать недолго, ведь Ефремов сейчас находится в колонии в Белгородской области. И, кстати, адвокат Ефремова уже воюет против Украины. Но при этом он и также адвокат потерпевшей стороны Добровинский считают, что Ефремов, скорее всего, останется на нарах. Мне абсолютно все равно, но я не думаю, что Ефремов уйдет на СВО. Он немножко выпил в своей жизни, поэтому я не думаю, что это потянет. Польша хочет полностью изолировать Лукашенко. Действия диктатора могут привести к тому, что абсолютно все пункты пропуска на границе будут закрыты. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. В интервью польскому телевидению он вспомнил опыт Финляндии, которая закрыла свои КПП на границе с РФ, и проблемы с мигрантами исчезли. В Варшаве же сейчас еще окончательно не приняли решение, что делать с КПП на границе с РБ. В частности, правительство Польши пытается понять, как такое решение может отразиться на экономике. Тем временем в демократических силах Беларуси озвучили свое мнение по поводу возможного закрытия всех пунктов пропуска.
Мы поддерживаем данную позицию польского правительства и также выступаем за необходимостью закрытия всех товарных пунктов пропуска на границе с Беларусью, для того, чтобы заставить Лукашенко отказаться от поддержки войны против Украины, отказаться от репрессий в отношении белорусского народа и заставить его прекратить гибридную войну с использованием нелегальных мигрантов в отношении Польши и других соседей, членов Европейского Союза. Одновременно мы выступаем за то, чтобы продолжали действовать пассажирские пункты пропуска для граждан Беларуси, для того, чтобы сохранить возможность коммуникации, общения белорусов с Европой, с Европейским Союзом. Итак, друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии мы, как всегда, показываем сейчас на экране. И мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-канале или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.